Привет, 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 песеры, с вами Морж, второе видео за сегодня, и поговорим мы, конечно, о новых эпиках, а вернее о новых бигтаймах, которых ввели у нас сегодня в игру. У нас их куча штук, и кого же брать, как качать, кому какие навыки добавлять. В общем, я надеюсь, с вами мы все это дело обсудим. Нахожусь я, как обычно, на сайте eFootball Hub. Здесь уже можно динамично смотреть, как они будут меняться по позициям и качать под разные позиции. И, в общем, все максимально удобно. Вы можете это и через приложение делать, можете на сайт идти. В общем, как всегда. Сразу напоминаю, что полезные ссылки в описании и закрепе. Если тебе нужно задонатить с российских карт на мобилочку, пишешь мне в личку, ссылочка там. Если просто нужны новости, подписываешься на мой телеграм. Если хочешь пообщаться с единомышленниками, то, собственно, заходишь в чат. Главное, читай правила. Ну и сразу хочется сказать... Уже достаточно много вопросов мне было, типа, Морж, какого хрена? На сайте показывает, что там центральный защитник должен быть 95-96, а в игре этого не показывает. Ребят, я вам так скажу, в игре у нас много чего не показывает. Konami до сих пор не могут сделать нормальную динамическую смену рейтингов. Они сейчас сделали какую-то, но все равно она работает из рук вон плохо, иногда показывает, иногда не показывает, иногда игроки выше 100, иногда не выше 100. Ну, короче, блин, они опять вот просто не могут банальные вещи, которые, кстати, работали у нас прекрасно в 21 части, они банально не могут этого сделать. Но, к сожалению, с такой компанией мы имеем дело, и в такую игру мы играем. Ладно. Давайте переходить к бигтаймам. Значит, первый у нас Бен Йедер. Качаться он будет до 95, смотрим по позициям. Он может быть еще и оттянутым форвардом. Но я считаю, что для оттянутого форварда не стоило бы его качать. Да, у него, в принципе, есть изначально неплохой пас низом, поэтому оставляем позицию центральной нападающей и смотрим на максимальную прокачку, которую нам предлагает, собственно, Konami, чтобы получить максимальный рейтинг. 9 у него летит в удары. Ну, хорошо, допустим, реализация ему нужна, но я бы до 8 опускал. 9 навык дороговат. 1 в пасы тоже пока мы его не трогаем, убираем до 0, 4 в дриблу пойдет, 12 в умении атаковать, 92 ускорения, 93 баланса, 93 умения. Ну, пожалуй, ладно, оставляем, это основной старт нападающего, как бы. Скорость 77 у него, маловато, конечно, но у нас нет лишних навыков, которые мы сюда можем загнать. Борьба в воздухе, прыжок и игра головой у него есть, корпуса у него особо нет, но 4 использована, и... В принципе, я с этим согласен. Наверное, вот эти 4 навыка, которые у меня получили свободно, я бы загнал в пасы. То есть, у него пас, в принципе, и так достаточно неплох, а 4 загоняя в пасы, мы получаем пас низом аж 80. Вот. Пас навесом, само собой, ему особо не надо. Но по снизам вполне себе пригодится. Значит, у меня он тоже получается 95-й, как и у Konami. По навыкам: ножницы, обводка двойным касанием, марсельская рулетка, удары с подсечкой, акробатика, удар без подработки, пас касания, пас в разрез, штатный пенальтист и суперзамена. Значит, если бы я добавлял ему навыки, какие бы я ему старался добавить? Во-первых, боевой дух. Он как бы нужен всем, с ним вроде бы футболисты устают меньше. Поэтому боевой дух абсолютно всем футболистам можно добавлять, если его нет. Значит, я бы ему добавлял игру головой, пожалуй, потому что есть у него 72 все-таки игра головой, есть у него прыжок 79, то есть кое-как, чтобы он замыкал, все равно он будет выходить на верховые мячи, и пусть лучше он использует моменты, чем не использует моменты. Также я добавлял ему что-нибудь вроде слепого паса. Вот, если бы у меня был выбор, я бы, наверное, что-то подобное ему закидывал, потому что, сами знаете, в штрафной часто приходится отдавать спиной из неудобных положений, и, в принципе, слепой пас бы ему здесь очень даже пригодился. По остальному, наверное, у него вполне себе годный набор навыков. В принципе, ну тут уже по желанию, не знаю, или если как-то вы этого игрока будете использовать... нестандартно, так сказать, да. Можно, конечно, накинуть ему всякие красивые штуки типа Рабоны, типа Сомбреро, но, во-первых, оно крайне ситуативно, во-вторых, да, оно выглядит красиво, но, по сути, ничего нового нашему товарищу не добавляет. Ну, может быть, оттягивающийся в защиту еще бы я добавлял, если будет. Хотя, смотрим на его выносливость, 79, если он еще будет атаковать... Не, пожалуй, оттягивающийся в защиту я бы не ставил. У него выносливости и так мало. Вот такой Бен Йедер бы у меня получился. Ладно, идем дальше. Решфорд. Значит, может он быть левым нападающим, левым полузащитником и центральным нападающим, но стиль будет работать только на центральном нападающем, поэтому под него мы и смотрим. 9 тут тоже летит в удары, сразу единичку убираем, оставим 8. Ай, вот так вот 8 оставим. А с пасов единичку тоже снимаем.
Пока что так. Пасы у него, что низом, что навесом, прям дерьмо. Дрибла присутствует. Ускорение выгоняется, аж ускорение до 99. Да, с одной стороны, это умение атаковать и баланс поднимать. С другой стороны, ну, выгонять стат до 99, ну, это просто расточительство навыков. Хотя бы давайте на 4 опустим. Ускорение 95 хватит за глаза со скоростью 90. Так, скорость, сила удара, выносливость. И борьба в воздухе. Корпуса нет у него, но при этом есть кое-какая игра головой, кое-какой прыжок, и у нас есть 16 статов аж, которые можно разбросать. В пас вообще, нет, здесь 4 можно добавить, потому что дешево, да, вот, но... Я не знаю, по-моему, сильно эта картину не улучшит. Мне кажется, ему можно подтянуть дриблу до 8, чтобы был контроль мяча, скорость дриблинга и удержания. И, возможно, подтянуть корпус. Тут можно на 4 еще борьбу в воздухе увеличить. Да, корпуса это особо не добавит, но это добавит прыжок и игру головой загонит игру головой в зеленую зону. То есть получится такой вполне себе оптимальный форвард по атаке у нас, как видите, почти все у нас значения в зеленой зоне. При этом дичайшая скорость и ускорение, неплохой баланс и выносливость. По навыкам: обводка, эластика, скрещивание, 3 финта много, игра головой, дальние удары, удар подъемом, удар с наклевом, удар без подработки, штатный пенальтист и хитрость. Опять же, можно добрасывать боевой дух, можно добавлять еще сложные дальние удары. У нас есть просто дальние удары, есть сложные дальние удары. Плюс, естественно, для нападающих всякие фишки типа подкрутка шведкой. Ну, я думаю, вы понимаете. Вот такого рода навыки вполне себе ему залетят. Как и, в принципе, слепой пас тоже ему пригодится, если он будет у вас парно с кем-то играть штрафной. Хотя пас низом у него дичайше хреновый, но, может, слепой пас немножечко эту картину исправит. Коман. Левый нападающий, правый нападающий, левый полузащитник, правый полузащитник. Качать мы его, естественно, будем под левого нападающего. Стиль у него продуктивный вингер. Работать он будет только на левом и правом нападающем. Значит, автоматическая прокачка выгоняет его до 97. 4 в удары, 4 в пас, 12 в дриблу. Кстати, ну дрибла, даже при 12 в дриблу, удержание мяча всего 82. 9 в ускорение, 8 в скорость. Выносливость, кстати, у него тоже поганейшая изначально. Ничего в борьбу в воздухе и 1 в защиту. 1 в защиту сразу снимаем, оно ему не надо. И давайте 1 с ускорения уберем. 96 скорость, 96 ускорение нормально. И хотя бы хоть чуть-чуть ему борьбу в воздухе подтянем, чтобы был прыжок и игра головой. 76-74. Вот, точно такой же 97-й он получается, как и при автоматической прокачке, но мне кажется, что, ну, вот, плюс 1 ускорение тут особо ничего не зарешает, а здесь хотя бы плюс 4 стата в прыжок и в игру головой. По навыкам: обводка, эластика, скрещивание, 3 финта, проброс между... 4 финта, проброс между ног с разворота. Игра головой у него присутствует, мы ее только что усиливали, кстати. Сложные дальние удары, удары с наклевом, игра пяткой, хитрость. Само собой, опять же, по стандарту, плюс обязательно ловите ему удар без подработки. Вы сами понимаете, это нападающий, а для нападающего это один из самых важных навыков в нашей игре. Лаутаро. Тут, конечно, естественно, только центральный нападающий. При максимальной прокачке 9 в удары, 1 в пас. Пасы тоже у него поганейшие, как у Решфорда. Сразу единичку отсюда снимаем. И 9 с ударов снимаем до 8. 4 в дриблу. С дриблой у Лаутара почему-то тоже очень все проблематично, мягко говоря. 12 в умение атаковать и ускорение. Ладно, пока оставим. 8 в скорость. И 4 в корпус. Кстати, на удивление, при этом у него есть корпус. Хотя 174 роста, как бы невысокий Лаутаро, но тем не менее корпус ему нарисовали. 4 стата у нас свободных. Можно было бы, конечно, на 4 поднять пасы, но тут все реально печально. Тут все реально печально. Здесь можно поднять на 2. Ну или борьбу в воздухе на 2. Не знаю, на самом деле, что я бы добавлял. Наверное, борьбу в воздухе. То есть мы игру головой и прыгучесть хотя бы поднимаем до 80-80. И при этом 78 корпуса остается. Точно такой же 97-й он у меня получается. По навыкам: Марселька, проброс между ног с разворота, 2 финта всего. Игра головой, дальние удары, удары с наклевом. Акробатика, удар без подработки, хитрость, оттяжка в защиту, боевой дух. Но боевой дух у него тоже есть. Здесь его, конечно, вообще имеет смысл усиливать на... собственно, завершение, но игра головой есть, дальние удары есть. Я бы ему запихивал какие-то навыки, типа удар подсечкой, подкрутка шведкой. Ну вот что-то в таком роде. Там, конечно, надо смотреть, что вам будет выпадать. И сами понимаете, что мы не контролируем тот навык, который выпадет на бомжа, которого мы потом скормим Лаутаро. Но, тем не менее, на пас я бы его упарывать не стал. Он у него поганейший. Я думаю, навыки особо ничего здесь не поменяют. Дибала, 97 максимальный
рейтинг занимает центральный нападающий, оттянутый форвард, атакующий полузащитник и правый нападающий. В принципе, можно качать его и под АПЗ, но давайте все-таки под оттянутого форварда. 8 в удары, реализация у него хороша, подкрутка хороша, пасы будем усиливать явно. 12 в дриблу, ну господи, что так дорого, вы же расточители. И сразу единичку со скорости тоже убираем, вот так вот пока оставим. Ускорение 86, баланс 91, здесь все хорошо. Скорость, сила удара, выносливость. Маловато будет, поднимаем до 8, чтобы и выносливость была, и сила удара, и, собственно, скорость. Остальные 3 стата запихнем в пас. Не получится, правда, его выгнать в зеленую зону, единички не хватает, да, можно отсюда как бы единичку снять, чтобы для красоты, да, так сказать, и вот так вот сделать. В итоге, получается, он у меня 96-й, а не 97-й. Очень хороши статы в атаку, все в зеленой зоне, кроме игры головой. При этом и скорость ускорения есть, и баланс присутствует. Выносливости, конечно, Дибале будет не хватать. По навыкам. Обводка двойным, Марселька Сомбреро, 3 финта, сложные дальние удары, удары с подсечкой, удары по восходящей, удар без подработки. Подкрутка шведкой, штатный пенальтист, хитрость. Просто дальние удары бы я ему добавлял, просто бы боевой дух я ему добавлял. И... возможно, что-то на пас. Пас в касание, пас разрез, пас на ход. Как видите, на пас у него навыков нет, а они ему вполне себе пригодятся, ведь он должен и подыгрывать, и забивать сам. Мой вариант таков. Дальше у нас Гави, левый полузащитник, максимальный рейтинг 96 при вот такой вот прокачке. Здесь у нас 10 идет скорость, ну да, он и выносливостью, и скоростью не отличается. 8 в ускорение, баланс хорошо, 8 в дриблу. Да, я согласен, в принципе, 8 в пас, 4 в удары. Но реализация у него поганая. Гави именно подыгрывающий. Сила удара 79, реализация 72, но сами понимаете, он не забивала. С другой стороны, это 4 стата, но они как бы самые дешевые, поэтому... Первые 4 стата, поэтому их сюда закинули. По навыкам. Обводка двойным, Марселька, проброс между ног, введение подошвы, игра пяткой, удар без подработки, пас в касание, пас разрез, точность подач, подкрутка шведкой. Ну, само собой, боевой дух, само собой, пас на ход, вот когда касанием у него есть, игру головой вообще не трогайте, с головой у Гави проблемы, ну, в смысле, с игрой головой, с головой, я думаю, у него проблем нет, да, и в принципе все, финт есть, удар без подработки есть, ну, можно всякие приколюхи накидать, там, типа, удар с наклевом, удар с подсечкой, ну, вот это вот все. И будет очень даже хорошая и годная карточка. По самой прокачке я, в принципе, согласен. Ну и переходим к имбам из этого пака. Ляо. Сразу обращаем внимание на правый верхний угол, что при рейтинге 84 на первом уровне на левом полузащитнике он имеет 88 на левом нападающем. И под левого нападающего, ребят, его и стоит качать. Поэтому здесь меняем левого полузащитника на левого нападающего. Стиль будет работать на левом нападающем, смещение с фланга. И автоматически нам показывает вот такую прокачку. Вроде бы он будет 96 как ЛПЗ, но при этом смотрим на правый угол, по сумме статов он 100 на левом нападающем, без сыгранности, это я вам еще и отмечаю. Значит, по раскидке статов 8 в скорость, 8 в ускорение пойдет, дрибла 12, пасы 4 и удары 5. Реализация, кстати, у него очень хороша. Давайте удары чуть-чуть понизим. И я просто хочу ему немножечко вот здесь вот поднять борьбу в воздухе, чтобы корпус был 81. Да, головой Ляо играть особо не будет, тем не менее... При такой прокачке он будет на левом нападающем именно по сумме статов 100. Да, в игре не будет показывать 100. Но, господи, вы до последнего обновления считали, что если игрока поставить на одну из его основных позиций, у него везде будет одинаковый рейтинг. Сейчас он стал не везде одинаковый, и никого это не удивляет. Статы не изменились, но при этом Месси стал 101. И, типа, люди это такие нормально восприняли. А когда я им пытался объяснить, что это не совсем так работает, то, собственно, меня особо не слушали. В общем, по Ляо, да, здесь вот с прокачкой я немножечко, да, не согласен, немножечко я все-таки добавил. Вот, так, мне кажется, он будет поинтересней. По навыкам. Ножницы, обводка двойным, скрещивание 3 финта, 4-й проброс между ног со разворота, ведение подошвой, сложные дальние удары, удары по восходящей, игра пяткой, удар без подработки и супер замена. Само собой, боевой дух, плюс для левого нападающего я бы добавил точность подач, то есть если вы будете навешивать, плюс я бы добавил при всех раскладах, но я бы добавил игру головой, она у него поганейшая, но при этом чуть-чуть... присутствует все-таки какой-то прыжок,
И в каких-то моментах головой он будет пробивать, возможно, это поможет, собственно, пробивать ему лучше. Ну и навыки на пас, чтобы Ляо отлично прорывался на своей потрясающей скорости и ускорении и отдавал хорошие передачи. Вот, в остальном вроде все здорово. Ну и главное, имбапака, да, кто бы догадывался, но это Тамаяши из Арсенала. И почему он главный имбапака, да, я вам сейчас объясню. В общем, смотрите, правый угол, опять обращаем внимание, на правом защитнике он 82, а на центральном 86. Он как бы изначально центральный защитник. Вот это та же фишка, которая может быть с Мальдини, если они выпустят его с позиции левого защитника. Поэтому, естественно, качать мы его будем под центрального. 188 сантиметров роста, прекрасно. Мой любимый стиль обороняющийся защитник, в принципе, для правого. Но вот здесь вот мы меняем на центрального защитника. Вот такая раскидка статов, и посмотрите на эти статы в защиту. Ну и обращаем внимание на правый угол. Центральный защитник 100. И это без сыгранности. Я считаю, что это, ну, это эпик вин. Это эпик вин на самом-то деле. При этом 77 ускорения для центрального защитника-то. 80 скорости для центрального защитника-то. Тут можно ему и дриблу, в принципе, сейчас и с пасом поднять. Ну, в защиту статы очень дорогие, конечно. Блин, тут 16 аж улетело. Я бы опускал до 12. Вот, в принципе, умение защищаться 89, вовлеченность 93, подкаты 94, 90 агрессии. Хрен такие статы у Ван Дайка есть. Вот реально, ребят. При том, что рост у них плюс-минус одинаковый. Зато мы получаем целых 16 статов, которые 4 мы, допустим, можем увести в пас. 4 мы можем увести в дриблу, а чё бы и нет, так сказать, дешево. Вот. И, наверное, 3 стата я бы еще закидывал вот сюда, в ускорение, чтобы оно было 80. И скорость. Ну, у меня 2 стата всего остается. Понятно, что удары там дергать ему смысла нет. Можно чуть-чуть пас поднять, можно чуть-чуть дриблу поднять. Вот. Тут уже 3 будет, тут по... Или еще на 1 ускорение. Ладно, не будем трогать ускорение, это уже извращение какое-то получается. Вот так вот я бы запихивал 5-й стат в пас. Итого, мы имеем 99-го центрального защитника, но посмотрите, 80 скорость, 80 ускорение для ЦЗшника с ростом 188. Да это охренеть просто. Баланс 72 для ЦЗшника с ростом 188. Да это охренеть просто. Выносливость 85, шикарно. Корпус есть, игра головой есть, прыжок есть. Статы в защиту отличные. Есть и пас низом, и пас навесом, атаки сможет начинать. При этом даже дрибла кое-какая присутствует. В общем, это удивительно, но именно вот этот игрок самый интересный, как по мне, в этом паке. По навыкам. Игра головой, опекун перехват, верховое главенство, блокировщик подкат. Само собой ловим ему боевой дух, само собой ловим ему акробатический вынос. Вот. К этому можно добавить, допустим... Низкий пас навесом, да, чтобы начинать атаки, пас в касание, вот, пас на ход, возможно. Да, больше ему, в принципе, ничего и не надо. Вот такие игроки у нас доступны были сегодня. Паки с ними открывать я буду завтра. Надеюсь, поймаю всех, кто мне был нужен. Ну вот, мой итог такой, моя прокачка такая и мои советы такие. Пиши, поймал, может быть, уже кого-то, как-то прокачал. Ну и полезны ли такие видео или нет. От спасибо, так сказать, не откажусь. На этом, ребят, прощаюсь. Следующее видео завтра. Как всегда, Морж, как всегда. Пока-пока.